Привет, друзья! Вот и новый день. C1 уже на выставке. Я там еще не был. В субботу поеду смотреть. У нас тут работа. Серые 650-ки. Я снял видео, блог с обзором 650-ки из Японии с пробегом 15 там с чем-то тысяч вчера. Оно выйдет, наверное, завтра. Сегодня выйдет сегодняшний блог, этот, наверное, уже завтра. Небольшие задержки у нас с выходом, потому что я работаю над видео с английскими и не только английскими субтитрами. У меня есть запрос, что некоторые мои подписчики не понимают русского языка, они из разных стран, и я стараюсь для вас, буду рад вашей обратной связи, пишите комментарии на любом языке, я вам очень всем рад. Вот. Данный мопед у нас приехал из Японии, пробег у него что-то типа 15700. Очень хороший свежий мопед, несмотря на то, что он 2006 года выпуска. Мы сейчас делаем на нем ТО, все согласовано. И он уедет у нас на выходных в Казань. Вот. У нас тут фильтр вариатора меняется. Вылезла одна неожиданность при ТО. Это следы течи помпы. Мы его диагностировали, снят из подъемника. И вот, я думаю, прекрасно на камеру видно. Подтеки, зеленые следы. Вот здесь вот, не знаю, плохо, наверное, видно на видео, но следы антифриза на картере. Чтобы проблем с эксплуатацией не было, мы переберем, скорее всего, ему помпу. И он будет прекрасно ездить дальше и радоваться свежим мопедом с маленьким пробегом. Продолжаем разговор. Хочу показать вам разницу резинок суппорта, новых и старых. Вот тут кто-то использовал неверную смазку, и из-за этого резинки из вот таких превратились вот в такие. Я думаю, разница видна прямо легко, просто и понятно. Только причем на одном суппорте такая фигня, на другом такой проблемы нет. Видимо, он закис, кто-то решил его смазать. И так получилось. А мы собираем мотор на 400-ку. У нас тут просто надо собрать мотор, и он будет продаваться на ремонтном поршне, просто из хороших бэушных запчастей. Перебрали помпу, перебрали суппорт, обслужили, вернее даже два. Все у нас здесь чистенько, красивенько теперь. Все это прогреваем. Убеждаемся, что нет никаких подтеков после полного прогрева. И готовимся собирать мопед. Все с ним полностью хорошо. После чего начинаем перебирать помпу на следующем. Тут все немного хуже. Вот. Фильтр с рваной резинкой. Человек попросил поставить ему обратно. Ну, окей. О, вентилятор включился. Подожди, пока он отработает пару раз, чтобы точно быть уверенным, что все хорошо. Он сейчас отработает, выключится. Потом еще раз включится и выключится. Вот тогда хорошо. Итак, мы собрали один мотор. Еще у нас недособранная 250-ка. И думаю собрать мотор 650-ки. У меня есть блок цилиндров чугунный, который я расточил, отдал в расточку под ремонтные поршни оригинальные. Вот. Но пока займусь 250-м мотором. 400-ку я закончил, мне не хватало пары деталек. Она была почти собрана. А вот 250-ка собрана только основание. Тут тоже кое-чего не хватало. Отмыл головку, притер клапана. Вернее, притер клапана, потом отмыл головку. Сейчас буду их засухаривать с новыми маслосъемными колпачками. Вот. Далее мы поставим на этот мотор вот этот вот цилиндр с новым ремонтным поршнем. Цилиндр у нас расточенный.
отханингованный. Какое-то время он, конечно же, лежит уже, но в целом с ним все замечательно. Под него у нас есть новый оригинальный поршень, только лежит он, наверное, не здесь, а где-то в коробке. Так, это у нас 400-й цилиндр расточенный, 650-й, да, вот этот поршень от этого 400-го. 650-е поршни тоже на своих местах. Ну, поршень мы найдем. Он вместе с кольцами в коробке должен быть помеченный, причем на нем стоит номер. Я некоторое время пытался создавать обменный фонд некоторый и расточенные цилиндры продавать на обмен. Не очень у меня это получилось. Тут вот этот герметик надо будет очистить. В общем, есть чем заняться. Соберем хороший моторчик. А то моторчиков нету. Сейчас все начали опять активно ремонтировать в связи с подорожанием техники. А я начал разгребаться на складе. И все позиции, которые у меня зависли и давно лежат, и живые запчасти, я стараюсь собирать в какие-то агрегаты целиковые. Вот, потому что людям они могут быть полезны в текущее непростое время. А у меня они все равно годами так лежат. Потому что, к сожалению, на переборку моторов сейчас приезжает довольно мало людей. В случае какого-то Сталинграда народ предпочитает искать, к сожалению, бэушные моторы. Вот, или разбирать мопеды на запчасти, продавать. Но сейчас тоже вот в периоды подорожания техники народ начинает больше ремонтировать и меньше покупать нового. Вот, поэтому имеем то, что имеем. Время от времени в России таких ситуаций, к сожалению, пока что все больше. Друзья, сегодня был жаркий день. Бургман мы пока еще не сделали, но вторая помпа помыта и готова к сборке. Все сальники удалены, все почищено, помыто. Комплект запчастей приготовлен. Вон на старую помпу. Тут уже прямо таки один за другим. Поменен фильтр варика. Слиты масла. Масла мы здесь будем менять. А остальное человек будет делать позже. Подрегулируем подшипники заднего маятника. Поймем, что с ними заодно. Но менять человек, если что, ничего сейчас не намерен. Вот. К нам еще внезапно приехал гусь водяной 2014 года. Гусь этот японский, купленный в мотосалоне здесь. В каком говорить не буду. А тут у нас умерло сцепление. Мы его оперативно вскрыли. Здесь проблема с нажимным диском, очень большой износ. И, собственно, весь пакет фрикционов пожженный. Много тут налета. Мы будем вынимать корзину. Тоже мыть ее. В данный момент чистится крышка. Вот как раз таки в данный момент отправляется в мойку. Будем ее сейчас приводить в порядок. И заниматься вопросом запчастей. Потому что их еще надо поискать. В наличии у нас их нету. Но в Москве они есть. И вроде как проблемой не является. Надеюсь, долго он так у нас не провисит. На водянке для того, чтобы снять крышку сцепления, необходимо стянуть подвеску. В РСД эта процедура описана интересным достаточно образом. То есть они не снимают переднее колесо, но подставляют подкат под заднее. Мы же вот такой вот способ применяем. Мы притягиваем стяжкой передний рычаг к раме. И все у нас получается. Вот такая вот история. Такой вот интересный день. Белый мопед, надеюсь, завтра уедет. Один серый мопед уедет в воскресенье. Вот. В общем-то, потихоньку занимаемся. Сезон в разгаре. Вот. Мы скоро собираемся домой. Вам я желаю хорошего вечера.
Пока-пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.